Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Шурави. За что афганцы любили и уважали советских солдат». 15 февраля 1989 года начался вывод советских войск из Афганистана. Война в этой многострадальной стране продлилась без малого десятилетия. За это время Советский Союз стремился помочь местному населению. Здесь возводились дома, улучшалась инфраструктура, строились больницы, дороги и электростанции. Увы, большая часть советского наследия в 1990-е годы была просто разрушена боевиками. Потом в стране появились американцы, которые попытались стереть из памяти людей заслуги СССР, хотя сами после себя оставили лишь брошенные боеприпасы, оружие, банки свиной тушенки и упаковки с жевательной резинкой. Но хорошее из людской памяти стирается не так легко, потому в Афганистане до сих пор говорят добрые слова о Шурави, сожалея об их уходе. Пожилые афганцы сейчас часто задают себе этот вопрос. Да и молодежь, которой не нравятся ни талибы, ни американцы, часто жалеет о тех временах, в котором им так и не пришлось пожить. В нашей стране тоже происходит нечто подобное. Некий синдром ностальгии по Советскому Союзу. В первом микрорайоне столицы Афганистана, Кабуле, уцелели многоэтажки, которые были построены русскими инженерами. Когда-то это были целые кварталы. Квартиры в таких домах получала бесплатно афганская интеллигенция, врачи, учителя, журналисты. Планировалось построить еще много таких девятиэтажек, но вывод советских войск положил конец сотрудничеству. Правда, те, что уже были построены, пережили и крах промосковского режима главы страны Наджибуллы, и бои между партиями маджахедов в 1993-1994 годах, и даже власть талибов, безжалостно уничтожавших все следы пребывания Шурави на территории Афганистана. Многие даже еще и не старые афганцы еще прекрасно помнят русский язык. В одной из публикаций мне попались слова Ашрафа, который в 80-е воевал против советских войск в отряде Ахмад-Шаха Масуда. Спустя годы Ашраф работает народным адвокатом, то есть занимается общественной деятельностью. У него на голове шрамы от осколков советской гранаты, прострелена грудь и нет ноги. Ашраф сокрушается. Грудь прострелили, когда бился с бывшими союзниками Масуда, а мою ногу оторвала мина Талибана. Зачем я сражался против русских? Зря. Они строили тут дороги, мосты, больницы, школы. Я дурак. Теперь моя страна принадлежит американцам, которые просто грабят ее. Именно эти слова и удивляют больше всего. Спустя 3 десятка лет после ухода советских войск из Афганистана в Кабуле пышным цветом расцветает ностальгия по временам Шурави буквально во всех слоях общества. Советский Союз стал первым государством, с которым независимый Афганистан постарался установить дипломатические отношения. Вместе с советскими войсками на афганские земли пришли и гражданские специалисты – аграрии, архитекторы, инженеры, строители, учителя, врачи. Еще с середины 1950-х годов при премьер-министре Мухаммеде Дауде у СССР и Афганистана сложились тесные военно-экономические отношения. А с 1980-х СССР взялся за построение социализма в этой дикой стране. У нас уже был такой же опыт на примерах соседних Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. В этих землях также пришлось ломать феодальные порядки, строить города и посреди пустыни разбивать оазисы с полями и садами. Вячеслав Некрасов, директор Российского центра науки и культуры в Афганистане, рассказал, что, когда по работе общался с бывшими маджахедами, они не могли ему ответить, за что уничтожали все, связанное с СССР. Да, понятно, они считали русских неверными, нападали на солдат, но ведь именно русские советские инженеры строили шоссе, стадионы, учебные заведения, предприятия. С Советского Союза в Афганистан привозилась новейшая сельскохозяйственная техника, семена для посева, племенной скот. Делалось все, чтобы жители страны жили лучше. Ни копейки денег с них за это не требовали, все было бесплатным. Но зачем все это сжигалось, уничтожалось, взрывалось? Талибы никогда не могли ответить, почему так поступали, почему им не нравилось, что их самые нищие дехкани будут сыты, а афганские дети станут учиться в современных школах. По словам Некрасова, Советский Союз допускал ошибки, некоторые были очень серьезными. Лично он считал, что именно масштабная переброска войск 40-й армии в 1979 году в Афганистан, которая проводилась без своевременной убедительной подготовки как населения ДРА, так и международного сообщества, привела к росту негативных настроений среди афганцев. Все это еще и активно подогревалось Западом. Тем не менее, экономическая помощь Афганистану оказывалась огромная, потому сейчас большинство афганцев отзываются об этом с глубокой благодарностью и сожалением, что не удалось сохранить большую часть из построенного и сделанного в те годы. В целом на территории Афганистана было разрушено 3/4 объектов, построенных Советским Союзом.
К воинам джихада только сейчас пришло озарение, и теперь они хватаются за голову. Для чего так поступали? Своими же руками вгоняя уже довольно хорошо развивающееся государство в каменный век. К примеру, в Джалалабаде был особый мягкий климат, и там с помощью агрономов из СССР в 1979-1989 годах выращивались оливки, мандарины, виноград. И все это поставлялось даже в Европу. Теперь же еле-еле хватает для нужд самого Афганистана, да и то не везде. Кое-где на месте советских теплиц теперь только минные поля маджахедов. Американцы же приказывают убирать все упоминания о русских. Так, на одном из построенных СССР институтов висит табличка, что здание отремонтировано на средства американского фонда. Но нигде не сказано, кто же строил здание. Как оказалось, власти приказали стереть отовсюду упоминания о Советском Союзе. Теперь у молодежи складывается мнение, что институт им подарили США. Людям говорят, что русские были только оккупантами, ничего хорошего для Афганистана не сделали. Подобное происходит по всей республике. Американцы собирались отремонтировать дорогу из Герата в Кабул, проложенную в 1980-е советскими строителями, но деньги разворовали. Смех смехом, но они положили только 2 бетонные плиты на этой дороге. А тоннель сквозь горный перевал Саланг, сделанный московскими метростроевцами, был разрушен во время боев между талибами и Северным альянсом. Позже его подремонтировали, но по-прежнему называют между собой тоннелем Шурави. Американцы давно обещали улучшить оборудование на заводе азотных удобрений в Мазари-Шарифе. Но нет, там все по-прежнему оснащено старыми советскими машинами. В Политехническом университете Кабула, который был построен на деньги СССР в 60-е годы, по-прежнему получают образование тысячи студентов. Профессор Адиль Максуд показал книгу на русском языке. Посмотрите, пожалуйста. Мы учимся еще по советским пособиям, других учебников почти нет. В последнее время, особенно после начала спецоперации, из аппарата правительства Афганистана, а также из воинских частей под разными предлогами снимают с должностей чиновников и офицеров, которые проходили обучение в Советском Союзе, владеют русским языком. Об этом сообщал еще несколько лет назад журналист Абдулла Хазиф, который сам в 1987 году окончил вуз в Ленинграде. Официально этих людей будут сопровождать на пенсию, мол, им уже под 60 лет. Но на деле действует распоряжение американцев – отовсюду гнать специалистов, питающих симпатию к России. Спецслужбы США, действующие в Афганистане, постоянно удивляются. Как так? Русские воевали с афганцами, а они поминают Шурави добрыми словами. Но все дело в том, что русские не вели себя как оккупанты, наоборот, только помогали. Американцы же только и доказывают всем, что русские плохие, и из-за них была здесь война и проливалась кровь. Почистив армию Афганистана от любителей России, американцы сделали только хуже. Обученные в США военнослужащие не в силах противостоять Талибану, захватившему 65% территории страны. Кабул напичкан блокпостами, создающими многокилометровые пробки, здания министерств окружены бетонными стенами, полиция обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки, они боятся террористов-смертников. Шурави в переводе с арабского языка означает «советский», и термин появился в 1920-е годы, когда страны Ближнего Востока узнали про РСФСР и начали взаимодействовать с новым государством. Понятно, что никакого негатива это название изначально не несло. Шурави – советский человек. Так называли всех, кто приезжал из СССР или был родом с одной из советских республик. Только в 1980-е, когда ввели советские войска в Афганистан, Шурави стал означать «неверный враг», то есть враг мусульман, враг афганского народа. Так стали называть всех советских солдат. Правда, когда в Афган пришли уже американские войска в нулевые годы, термин «шурави» поменял свою окраску, став нейтральным, а кое-где даже положительным. Российские журналисты, ездившие в командировки на территорию Афганистана уже в 2000-е годы, вспоминают, что их с уважением называли «шурави», чуть ли не со значением «господин», и уступали места в общественном транспорте. Потому что для афганцев та война уже давно стала легендарной, а шурави – героями, про которых, как о персонажах древних сказаний, жители Афганистана рассказывают детям и внукам. До сих пор они с восхищением вспоминают о советских солдатах. Вот встает русский солдат во весь рост, идет прямо на тебя и стреляет в упор. Вот это воин. Афганцы сейчас очень жалеют, что за целых 10 лет, пока продолжался конфликт, маджахеды и шурави так и не смогли понять друг друга. Советские солдаты, в отличие от американцев, впрочем, и сами талибы этим немало не брезговали, никогда не делали заложниками мирных жителей, не расстреливали их и не бомбили селения. Напротив, много солдат СССР положили свои собственные жизни, спасая простых жителей страны, чем и заслужили у них уважение. Очень много добрых слов о русских солдатах можно услышать, когда заходит речь про уважительное отношение к женщинам и любовь к детям. Американцы подобной чувствительностью никогда не страдали.
Потому-то их пропаганда судила по себе и представляла шурави людьми без совести и понятий. Американцы твердили, что советские солдаты все сплошь насильники, способные провести время с родной матерью или сестрой. Как удивлялись после этого маджахеды, когда они узнавали, что у русских не принято жениться даже на троюродных сестрах, а уж родство еще ближе вообще считалось кровосмешением. Многие афганцы в возрасте говорят о выводе советских войск в 1989 году как о предательстве их родины. Конечно, они не винят в этом самих солдат, приказ есть приказ, но отрицательно выражаются о Михаиле Горбачеве. Именно он издал указ о выводе войск. А в 1991 был положен конец экономической и военной помощи Афганистану от СССР. Президент страны Наджибулла без помощи из России продержался у власти только 3 месяца. Его сместили, и началось смутное время. Взращенные в Пакистане на американские деньги террористы сменялись у власти другими, такими же. Сам Наджибулла с братом был вынужден 4 года безвылазно провести в миссии ООН в Кабуле, а потом оба погибли от рук талибов, ворвавшихся в посольство в 1996 году. Наджибулла был очень умным и прозорливым правителем, но этого было мало. Посол СССР в Афганистане Юлий Воронцов убежден, если бы в Афганистане было 99 деятелей, подобных Наджибулле, с этой и той стороны, то все проблемы страны были бы давно решены. Но что ушло, того не вернуть. Согласно опросам афганского населения, более 90% считают время правления Наджибуллы самым счастливым в новейшей истории Афганистана. Нет ничего удивительного в том, что виноватым в его свержении простые афганцы видят правительство СССР и России. Возможно, останься шурави еще на несколько лет, или хотя бы продолжалась хоть какая-то помощь оружием, продовольствием и горючим, все шло бы по-другому. Предполагается, что сейчас более 90% русскоязычных граждан Афганистана, включая и советских жен афганцев, уехали из страны. Странно так. Они спокойно жили и при маджахедах, и даже при дичайшем средневековом Талибане, но при проамериканской власти им стало совсем плохо. Правда, когда на улицах Кабула звучит русский язык, люди оборачиваются с улыбкой. Некоторые даже подходят и на отличном русском спрашивают, не нужен ли переводчик, могут ли они помочь. Помнят времена шурави и хотят хоть как-то отблагодарить одного из них. И это замечательно. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.